Путин не способен делиться властью, но он может симулировать передачу, если будет уверен, что формальный преемник – часть его самого, его плоть, его продолжение. Такой сценарий позволяет ему оставаться в роли отца нации, даже после формального ухода с поста. Он не исчезает, он возносится, превращаясь в миф, в символ, в неприкасаемую фигуру, которая продолжает руководить через того, кто не может предать, потому что принадлежит ему. Особую роль здесь, конечно, играют дочери. В течение 2 десятилетий они жили в полной тени, без публичных заявлений, без интервью, с измененными именами, тщательно зачищенными биографиями. Это была не просто мера предосторожности, это был ритуал посвящения, демонстрация абсолютной дисциплины и готовности подчиняться правилам безопасности, которые диктует режим. Именно эта дисциплина в глазах Путина и стала главным доказательством лояльности. Его дочери прошли проверку, и именно поэтому одна из них может с его точки зрения быть достойна стать фигурой преемника. В последние месяцы начали появляться первые косвенные признаки того, что сценарий династической передачи власти не просто теоретически возможен, он уже в стадии подготовки. Речь идет о публичной засветке Марии Воронцовой, старшей дочери Владимира Путина, которая до этого десятилетиями находилась в полной тени. Ранее она очень редко эпизодами появлялась в медиаполе, почти не давала интервью. Ее существование подтверждалось только неофициально, через расследование, публикации, утечки. Но в январе 2024 года ситуация изменилась. В период президентской избирательной кампании российские пропагандистские каналы синхронно написали о большом видеоинтервью Марии Воронцовой, в котором она говорила о детстве, мечтах и медицине, а также о науке. Сам факт этого интервью вызвал шок в западной прессе. Вот как описал это немецкий таблоид Bild. Она никогда не появляется на публике, а сейчас внезапно дала интервью. 38-летняя Мария Воронцова в разгар войны против Украины дает в России большое интервью, и то, что дочь Путина говорит о России, о своей личной жизни, вызывает большой шок. Это важный сигнал. Появление Воронцовой в январе 2024 года – это был не просто пиар, это было тестирование образа, запуск пробного шара. В период президентской кампании сценаристы Кремля смотрели, как отреагирует аудитория, какие смыслы сработают, какую форму легитимации можно будет использовать в будущем. В феврале 2025 года в российской пропаганде дозированно появился новый необычный сюжет. Его быстро растиражировали прокремлевские сайты, Z-каналы и подконтрольные региональные паблики. Речь шла опять о Марии Воронцовой, старшей дочери Владимира Путина. Вот полный фрагмент текста опубликован в рубрике «Официально» на одном из новостных порталов. Дочь Владимира Владимировича Путина, кандидат медицинских наук, врач 2 специальностей, известный эндокринолог и ревматолог Мария Воронцова побывала в зоне СВО с простыми российскими солдатами. Она организовала передвижной госпиталь, где было вылечено более 10 300 солдат. В декабре 2024 года передвижной госпиталь был окружен противником, который сбросил кассетные бомбы. Мария Владимировна Воронцова вместе с медицинским персоналом и врачами выносила раненых солдат из вагонов. Мария Воронцова вынесла 4 раненых, а когда оказывала помощь 5-му, рядом взорвалась мина. Сама она получила контузию, но, собравшись, продолжила лечить раненых. Президент Владимир Путин скромно не сообщал об этом. Врач Мария Воронцова, получив ранение, находилась в госпитале, лечилась, а сейчас проходит реабилитацию. Наш президент воспитал свою дочь достойно. Об этом, наверное, скоро узнают многие. Информация от воинов. Конечно, очевидно, что это фейковый вброс, сделанный под контролем кремлевской пропаганды. Текст оформлен как полулегенда, написан в интонации народной молвы, но при этом содержит конкретные детали, рассчитанные на создание героического образа врача, дочери президента, защитницы, волонтерши. И этот вброс, конечно же, сопровождался сбором социологических данных. Отслеживались реакции разных групп населения, тестировалась эмоциональная вовлеченность, лояльность и ассоциативные ряды. Другими словами, это была еще одна попытка массовой проекции образа Воронцовой на патриотическую аудиторию. Не как политика, а как фигуры, способные вызвать сочувствие, доверие, эмоциональную идентификацию. То есть как потенциального носителя легитимности.
Эти и другие сигналы говорят нам о том, что Кремль уже приступил к реализации сценария династического транзита власти. Если это так, встает закономерный вопрос: почему именно Мария Воронцова? Почему не Екатерина Тихонова, которая куда активнее участвует в государственных проектах и связана с высшими эшелонами власти? На наш взгляд, для этого есть несколько причин. Во-первых, Воронцова старшая дочь. В персоналистской системе с элементами сакрализации власти этот фактор приобретает значение. Старшинство воспринимается как символический приоритет. Это архетип, первенец, он же наследник. Даже в условиях отсутствия институционального механизма передачи власти такие символы работают. Во-вторых, ее образ формируется как внеполитический. Она врач, ученый, специалист в сфере медицины и генетики. Ее имя не связано с репрессиями, коррупцией, клановыми интересами или силовыми структурами. Такой образ может быть использован как новое лицо режима, нейтральное, гуманное, человеческое. В-третьих, она не встроена в элитные группы и не обременена системой связи, что делает ее фигурой более гибкой и управляемой. В отличие от Тихоновой, у которой уже есть устойчивые связи с ОПК, с корпоративными структурами и технологическими кластерами, Воронцова воспринимается как независимая, а значит, не связанная обязательствами, которые могли бы мешать контролю. Таким образом, именно Воронцова оказывается наиболее подходящей фигурой для сценария наследования. Не как самостоятельный субъект власти, а как ее символическое продолжение. Внешне новое, но по сути то же самое. Чтобы получить комплексное представление о фигуре преемницы, давайте посмотрим на ее биографию. Марии Владимировне Воронцовой 40 лет. Она родилась в 1985 году в Ленинграде и является старшей дочерью Владимира Путина от брака с Людмилой Путиной. По данным открытых источников, Воронцова изучала биологию в Санкт-Петербургском государственном университете, а в 2011 году окончила факультет фундаментальной медицины Московского государственного университета имени Ломоносова. В 2013 году поступила в ординатуру при Национальном медицинском исследовательском центре эндокринологии Минздрава России, где в 2016 году защитила кандидатскую диссертацию на тему дефицита гормона роста у детей. Ее имя фигурирует в научных публикациях по эндокринологии, педиатрии и молекулярной медицине. Она принимала участие в исследованиях по детской онкологии и редким генетическим заболеваниям, сотрудничала с Институтом медико-биологических проблем. В 2020-х годах Воронцова была вовлечена в несколько масштабных государственных программ в области генетики и персонализированной медицины. Таким образом, Воронцова – это фигура с формально подтвержденной академической и медицинской карьерой, профессиональным опытом и биографией, которая позволяет выстраивать ее образ как нейтральный, компетентный и символически гуманный в рамках возможного транзита власти.